Приветствую! Из недавно представленных в коротком видео новых аудиокассет обзор хочу начать с этой аудиокассеты 1975 года от немецкого химического концерна BASF. Аббревиатура расшифровывается как Баденская анилиновая и содовая фабрика. У меня новая кассета, но уже без обертки, которая не сохранилась. Обертка представляла собой прозрачный целлофан без рисунка. Поэтому мы сразу можем видеть стандартный для этого времени футляр, одна часть которого из черного пластика, а другая из прозрачного с высоким трапециевидным заворотом. Данная модель хром-диоксид выпускалась с 1974 по 1976 годы на европейские и американские рынки. У меня поздняя версия, я оцениваю ее 1975 годом по расцветке вкладыша. У кассеты 1974 года имелись рифленые в полоску корпус и футляр, а у кассеты 1976 года на вкладыше вместо цифры 90 была надпись таким же крупным шрифтом BASF, а цифра 90 смещена в нижний правый угол. Давайте ее вскроем. Стоперы катушек просто плоские. И в моей модели, как я подозреваю, 75 года, вот это вот просто такая шершавая поверхность. На черно-серебристом вкладыше из плотной бумаги с лицевой стороны изображен логотип компании. Это красный квадрат с рулоном магнитной ленты и название компании. Именно этот знак фигурирует с 1968 года после ребрендинга. Далее здесь отмечено, что хронометраж ленты 90 минут и качество произведенной на нее записи будет соответствовать требованиям Hi-Fi по стандарту DIN 45500. Это лента из хром-диоксида. Кассета оснащена фирменным механизмом лентоукладки, который также здесь проиллюстрирован. Special механизм. Вот такие красненькие лепестки лентоукладки. Здесь же логотип компакт-кассеты и адрес производства со штаб-квартирой в городе Людвигсхафен на Рейне в Германии. Магнитные ленты из двуокиси хрома концерн BASF начал выпускать с 1971 года, купив соответствующую лицензию у американской химической компании DuPont. На ленту с таким химическим составом можно записывать звук с высоким тогом подмагничивания и в широком частотном диапазоне. Все достоинства этой кассеты изложены на двух листах на нескольких европейских языках на газетной бумаге, вклеенной внутри вкладыша. Кассета представляет собой черный корпус из шершавого пластика с глянцевыми гранями. Он разборный, винты со стороны 2, причем под отвертку с плоским шлицем. В общем-то, корпус такой же, как и у кассеты первенца 1971 года. Изменилась только расцветка наклейки. Она со срезанными верхними углами, но окрашена в тон вкладышу. И на ней дублируется информация с вкладыша. В центре именно вырезана узкая щель окна, в которой виднеется антифрикционная прокладка, а под ней шкала с отметками 0,50-100. Лента перемотана для использования с первой стороны. В 1975 году еще не ставился серийный номер на верхний торец, но уже имеются выемки для автоматического определения ленты из хром-диоксида. В общем-то, корпус кассеты и пластик футляра за 4 года никак не изменились и вполне сойдут за 1971 год. Снизу узкая подушка с металлическим экраном под ней. Лента имеет, наверное, такой бирюзового цвета прозрачный раккорд. Лента матовая и темно-серого цвета явно отличается от таких глянцевых черных лент второго типа более поздних лет. Так она выглядит через микроскоп. Возможно, это тот первый твердый и грубый оксид хрома, который здорово пилит магнитные головки. Очень интересно, как отреагирует на немецкую хромовую кассету из 1970-х. Магнитная головка и трак записи японской кассетной деки Pioneer CT777 из 1990-х. Итак, включаю деку и пробую калибровать эту ленту. Перемотка, калибровка. Ошибка. Долго напытался его калибровать, пробую в другом месте, еще отмотаю и поменяю сторону даже. А снова ошибка. Несмотря на то, что лента новая, ее покрытие внешне в идеальном состоянии, кассетные деки Pioneer CT777 не удалось под нее настроиться с помощью автоматической системы калибровки BLE. Ну что ж, пробую записать сигнал с внешнего генератора с частотой 400 Гц. На уровне 0 дБ шкалы этого индикатора. Сразу фиксирую падение и разбаланс -2, -4 дБ. Пытаюсь выровнять ручкой регулировки уровня. Так, 0 дБ. На источнике +4.
Но в расширенном диапазоне индикатора здесь вот от источника плюс 3 дБ, на ленте падение до минус 1 дБ. Теперь пробую записать музыкальный фрагмент. Так звучит источник. Наперед зная, что на хромовую кассету на этой деке лучше писать с уровней повыше, поэтому настроил до плюс 6 дБ. Так звучит лента. Ну что ж, попробую поднять уровни на ленте до плюс 6 дБ. Так звучит лента без калибровки тракта записи на этой кассетной деке. Ну, заметно падение и уровня, и диапазона частот. Пожалуй, достаточно полировать голову этому кассетной деке. Так, сменил локацию и переместился на кассетную деку моего братишки Technics RX BX747. Трехголовая дека, сквозной канал, а вот это фамильный мутант. Когда-то он был мужиком суровым, эгоистичным, звали Василием. Потом на него наложили проклятие, и он превратился не то что в кота, а в кошку Василису. Но все некоторые по привычке его зовут Вася. Так, у нее есть тоже режим автоматической калибровки. Устанавливаю вот эту кассету. Автоматическая загрузка при установке кассеты. Этой кнопкой можно циклически выбрать один из доступных 3 режимов автоматической калибровки. Эти режимы фиксируются индикатором как BIOS стандарт, High и Low. Я выбираю стандарт. То есть в этих режимах ток подмагничивания имеет 3 фиксированных значения для стандартной записи, записи с повышенными и пониженными высокими частотами. И активирую калибровку этой кнопкой. Настройка осуществляется по аналогичному протоколу. Регулировка BIOS, эквалайзера и уровня под параметры ленты. Калибровка закончена. Постоянно горит режим калибровки. Пробуем писать. Запись. Play. И кроме того, отдельным регулятором BIOS можно в процессе настройки записи корректировать ток подмагничивания на свой слух, добиваясь наибольшего сходства с источником контента.
Не нравится мне запись на этой кассете, слышится какой-то хрип. Возможно, он вызван деградацией ленты, а может быть, просто не удается правильно откалибровать под нее тракт записи. Я уже записал на обе стороны по альбому разных исполнителей, и этот хрип все равно прослушивается. На мой взгляд, спустя 48 лет такие кассеты Bass Chrome Dioxide 1975 года не стоит покупать для осуществления записи, а только как коллекционный экземпляр, чтобы хвастать перед гостями, которые в этом что-то понимают. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Всем пока!